Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Последовательность событий сериала все больше меняется. Этот сериал продолжает историю мести Сейрана, несмотря на то, что он больше похож на сериал на любовную тематику. Когда любовь Сейрана переросла в месть, любви в сериале как будто не было места. Сериал, начавшийся с одной стороны как история мести Сейрана, теперь также раскрывает давнюю тайну Латифбея. В таком случае, каков план Сейрана, даже если Сейран узнает о тайне Латифбея? Тайные дела Латифа пока не раскрыты, но что под этим подразумевает Сейран? На данный момент Сейран хочет использовать Латифа только для обеспечения своего мира. Однако Сейрану этого недостаточно. Особенно когда Казима собирается убить семья Кархан, Сейран пытается использовать Латифбея для других целей. Если сериал продолжится в том же духе, это станет поворотным моментом для сериала. Как же поведут себя Сейран и Суна в этом эпизоде? Сможет ли Ферит спасти Архана? Прежде чем начать видео, я хотел бы напомнить вам сначала поставить лайк под видео. Прежде всего, хочу обратить ваше внимание на просмотр Пелина. Пелин думала, что Ферит остался мне после ухода Сейрана. К сожалению, план Пелин не сработал. Однако Пелин узнала, что у Ферита роман с Неврой. И когда Пелин следует за Феритом в торговый центр, чтобы убедиться в этом лично, Ферит унижает Пелина перед Неврой. Там же мы увидели, как Сейран наблюдала за обращением Ферита с Неврой. Сейран также стала свидетелем ссоры между Феритом и Пелин. Как мы видим в этом эпизоде, даже Пелин лично стала свидетелем того, через что сейчас прошла Сейран. Меня не удивило, что Невра, зная о состоянии Пелина, подошла к Фериту, зная, что Ферит — мужчина с семьей. Сцена, где они сближаются в машине, это очень плохо для истории. Хотя показано, что Невра хотела сесть в его машину Ферита. Я думаю, что Невра в последней серии вела себя очень плохо. Особенно те, кто увидит такую ситуацию, смогут их критиковать, учитывая, что они не муж и жена. Потому что Ферит до сих пор был на сцене тот, кто может сделать для Сейрана все, что угодно. Несмотря на то, что мы так часто видим, как Ферит торгует моралью, то, что делает этот женатый мужчина, на мой взгляд, не совсем соответствует этому эпизоду. В следующем эпизоде, после того, как Пелин не получает от Ферита необходимой ей любви и внимания, она объединяется с Сейраном, чтобы придумать план. Хотя Ферит и Сейран попадали в такие ситуации, думаю, встреча Ферита с Неврой сделала любовь Сейрана еще меньше. Особенно после расстрела отца Сейрана ненависть между ними и Карханами возрастает. Асуна уже начала слушать Сейрана в трейлере. Мы уже видели, как они говорили, что пора быть пай-девочками для Казима, и видели, как злится Сейран. Этот эпизод показывает, что Суне больше не нужно слышать поощрение. Потому что теперь я думаю, что это открыло Суне глаза. Потому что, хотя она много раз видела злобу и Факата, Суна доверяла ей из-за стресса от унижения. Надеюсь, Суна больше не вернется в то время. Кроме того, Суна может предложить Кае сотрудничать с Сейраном. Настоящая цель Каии — отомстить Карханам. После этого мы увидим, каковы планы Каии и Сейрана покончить с Карханами. Кая также рассказывает о рисовании Сейрана. Итак, два талантливых партнера вместе составляют план. С другой стороны, Ферит также открыл новый бренд. Отсутствие талантливых людей, таких как Сейран и Кая, усложняет работу Ферита. Тем более, что Сейран уже знает тайну Латифбея, удача ей улыбается. Кроме того, что будет с Арханом? Возможно, приказ убить Казима Архан узнал от своего отца. Потому что Архан спланировал это на основе полученных им приказов. Мы уже знаем, каким на самом деле трусом является Архан. Вот почему в этом трейлере мы видим, как сожалеет Архан. Я думаю, что человек, который пытался убить Казима, на самом деле Халис. Поэтому не следует забывать, что он Халис Кархан. В результате высокомерия Халиса отношения между Халисом и Хаттучом также испортились.
Наконец, можно сказать, что как бы ни силилась Сейран удержать Архана в тюрьме, есть большая вероятность, что Архан в тюрьму не попадет. Да, друзья мои, это были мои взгляды. Не забудьте написать свое мнение в комментариях, подписаться на мой канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить видео. Увидимся в следующих видео.